Да-да, я Килвар. Сегодня я хотел бы разобрать все грехи нашей игры Critical Ops. Я не собираюсь рассматривать баги, лаги и подобную хуйню. В этом видео мы пройдемся лишь по части реализма. Приятного просмотра. Давайте посмотрим на ножи и послушаем звуки удара. Абсолютно все они одинаковые. Разработчики даже не постарались сделать несколько анимаций ударов, чтобы игра выглядела более живой. Вместо этих анимаций на ножи, они решили добавить анимация. Кстати, насчет этих анимаций, вы их видели? Создается ощущение, что в игре вообще отсутствует физика. Левитирующее оружие. Вместо этого они могли бы сделать те же анимации на ножи, что было бы гораздо лучше. Кстати, как вы думаете, кто быстрее бегает? Игрок с одним ножом или игрок с полным закупом, но с ножом в руке? Да, они бегают абсолютно одинаково. Главное это, чтобы нож в руках был. Вообще, с ножом связано очень много всего. Допустим, почему с ножом мы бегаем намного быстрее, чем с гранатой в руке? Она же весит явно в несколько раз меньше. Да и с тем же топором мы должны бегать явно медленнее, чем с тем же пистолетами. Так как он весит около 2-3 кг, когда пистолеты около 500 грамм. Также хочется сказать, что абсолютно все ножи в игре бесполезны, так как их используют только для понтов, и вы никогда не увидите настоящего спецназовца с тем же керамбитом. Да и в игре вообще до сих пор отсутствует анимация оружия от третьего лица, что выглядит максимально уёбско. Вся эта тема скинов, но нельзя не упомянуть, что донат в игре это полный развод. Ты тратишь деньги на скины, которые сможет получить абсолютно любой, просто выполняя задания в играх. А еще, почему коалиция должна закупать все за свои деньги? Фактически она выполняет операцию, и все снаряжения им должно выдавать государство. Или они, как ЧВК, сами себя обеспечивают и выходят на поле сражения. Но тогда они являются незаконной группировкой. Ладно оружие, их у него хотя бы нету, но зачем они закупают броню? У половины она уже есть, а у некоторых она не появляется, даже если ее купить. И какой адекватный человек будет раскрашивать свое оружие? Допустим, коалиции деньги платит государство, но кто платит террористам? Да и кому кто-то вообще платит, когда они все умерли? Как они вообще умудряются играть больше одной игры? Ладно, я понимаю, что все это сделано ради баланса. Хотя о каком балансе идет речь, когда половина карт в игре only КТ, на которых за Т-сторону выиграть почти невозможно. На таких картах можно сидеть в одной точке и делать эйсы. А также подлетающий прицел после попадания в тебя, когда ты уже нацелился на кого-то. Но тебе ставят голову, после чего твой прицел полностью сбивается, и из-за огромного количества пуль, летящих в тебя, ты не можешь прицелиться. И почему их всего 5? Почему не сопровождают вертолеты? В конце концов, почему они не могут сесть в броневик, который стоит у них на базе, и заехать на нем? Террористы не хуже. Зачем они делают такое большое время до взрыва бомбы? От взрывной волны хватит убежать 8-10 секунд. Почему террористы не могут брать с собой 2-3 бомбы? Они самодельные, и я уверен, что они не будут стоить дороже того же АК-47. Но опять, почему же наша любимая коалиция? Вот убили они игроков с бомбой. Почему они не могут ее взять и выкинуть? Время в игре, думаю, тоже лишнее. Почему террористы должны успеть за определенный срок? Если они не успели поставить бомбу за секунду до конца, то почему бомба просто пропадает? Они прорвали плент и решили сдаться из-за 1 секунды? Я вот задался вопросом, зачем им нужен код на бомбе? Их цель взорвать определенный участок. В чем смысл давать обезвредить эту бомбу? Куда лучше пусть они режут провода и пытают удачу. Ладно, допустим, они сделали код. Тогда почему, если ты оставишь бомбу и отпускаешь кнопку, то тебе надо заново вводить пароль? То же самое касается КТ. Взяв другое оружие, код на бомбе никак не поменяется и не сбросится. И в чем смысл подрывать бомбы? Что они хотят взорвать? Коробочки, бочки? Пульт управления, в котором даже ничего нет? Да и после взрыва бомбы локация остается прежней, будто бы ничего не взрывалось. Сделали бы как в CS Source, когда карты к хуям подлетали после взрыва бомбы. Эту бомбу даже взорвать нельзя, просто кинув на нее гранату. От мощного взрыва она должна активироваться, но почему-то в игре это не работает. Да и каким образом такая маленькая взрывчатка может взрывной волной убить человека, стоящего за стеной? Либо стоящего почти в другом конце карты. Касаемо карт, хочу сказать, что все они находятся в разных странах мира, но персонажи одни и те же. Хотя по логике в каждой стране должны быть свои стражи порядка. Хотя я забыл, это же ЧВК Coalition. А вообще абсолютно все на картах не имеет никакой логики. И половина объектов не имеет абсолютно никакого смысла. У нас в игре даже стекла не разбиваются от выстрелов с автоматов. Да и сами выстрелы после пуль довольно странные. Если ты стреляешь в окно, в нем просто появится дырка. От пули как на стенах.
вместо той же трещины, либо разбитого окна. На некоторые места даже залезть нельзя. Конечно, я понимаю, что это все баланс и так далее, но... Вот только представьте, как было бы круто, когда на карте много мест, в которые можно спрятаться. Однако у нас больше половины имбовых мест заделаны барьерами, которые даже не видно. Как думаете, если мы спрыгнем с такой высоты, мы получим урон, стоя с бронежилетом и оружием? После падения с такой высоты мы как минимум должны сломать ноги. Но знаете что? Мы мало того, что не сломаем ноги, мы даже урона не получим. Мы даже соприкоснуться с тиммейтами не можем. Мы просто проходим сквозь них. Ну и обычное для таких игр – это отсутствие ног. Оружие. С ними связано очень много всего. Допустим, передергивание затвора. По сути, у тебя один патрон в стволе, и тебе нужно лишь сменить обойму. Те же дробовики имеют тактическую перезарядку, заряжая патроны снизу. Хотя даже ее они делают неправильно. Допустим, мы делаем выстрел, передергиваем затвор, вставляем патрон и опять передергиваем затвор. По сути, мы выкидываем просто патрон. Таким образом, мы должны достать у ратио 10 раз. И тогда у нас будет пустая обойма. WMTX тоже работают довольно странно. Если мы сделаем один выстрел и начнем перезарядку, по сути мы должны будем перезарядить только один пистолет. Но персонаж зачем-то меняет обойму в обоих оружиях. А оружие мы тоже меняем за долю секунды. Причем делаем это, будто бы он это оружие с земли подобрал. Так они еще и умудряются стрелять так, что никакого дыма от выстрелов не остается. Так еще и гильзы не пойми куда пропадают. Да у них пули абсолютно одинаковые, просто посмотрите на дырки, которые оставляет каждое оружие. При этом и скорость полета пули абсолютно одинаковая. Как вообще пуля может не убить в голову? Шлем? Даже он не сможет защитить тебя от выстрела с того же P250 в голову. Но все равно есть пистолеты, которые должны стрелять по 2-3 раза, чтобы ваншотить в голову. Коалация носит звукоподавляющие наушники. Они глушат взрывы и помогают сконцентрироваться. Но все равно при взрыве флешки нас полностью оглушают. Насчет оглушения. Почему при взрыве ХАЕ нас не оглушает? Звук от взрыва там будет похлеще флешки, но все равно, все, что нам может помешать, так это сам звук взрыва. Да и сама флешка тоже должна наносить урон. При разрыве куски гранаты все равно полетят в стороны и должны будут повредить человека. И что за мутанты наши персонажи, что после взрыва флешки они отходят от звука и ослепания всего за каких-то 6 секунд. Человек, находясь в таком состоянии, будет приходить в себя минимум 3-4 минуты. А теперь внимательно посмотрите на гранату. Мы выдергиваем чеку, но если сменим оружие, то вау! Чека снова вставляется в гранату. Что-то из разряда невозможное возможно. А смоук так вообще раскрывается даже в воде. Ладно, вот взорвалась граната и после нее ничего не осталось. Это нормально. Но вот почему после раскрытия дымовой гранаты не остается самой гранаты? Она же не взрывается, а просто выпускает дым. И вы серьезно хотите сказать, что при разрыве гранат на расстоянии 5 метров человека снесет 40 хп? Да даже на расстоянии 10 метров он должен будет умереть. В игре мы имеем 3 отсека под гранаты. Но почему мы не можем взять просто 3 одинаковые гранаты? Хотя меня больше удивляет, почему у наших персонажей нет никаких обвесов. Вы только посмотрите на современные вооружения. Ни рукоятки, ни прицелов, вообще ничего. Думаю, было бы прикольно сделать возможность покупать несколько обвесов на оружие. И раз мы говорим про гранаты, то смоук работает совсем не так. Он летит вверх и почти не закрывает такое большое пространство. Максимум на что он способен, так это полностью перекрыть вентиляцию. Я уже не удивляюсь, что она обязательно должна быть для человека. Как они вообще стреляют, не сводя прицела, не попадают с большой дистанции. Но при этом, стреляя с такого же уратио в упор, ты можешь 10 раз промахнуться, если не включишь прицел. В игре даже уток убить нельзя. Ты можешь стрелять мне сколько угодно, но от них даже не полетит крови. Но все же нужно понимать, что игра сделана для телефонов и максимально оптимизирована под слабые устройства. И большинство из этого сделано для баланса и хорошего геймплея. Ну а на этом все. С вами был я, Акилвар. Всем удачи и всем пока.